Привет! Это Samsung Galaxy Z3 Fold, и это первый смартфон от Samsung с 3 экранами. Вообще, честно говоря, их тут 4, если считать с внешним, но фишка, конечно, во внутреннем экране из 3 секций, диагональю аж 10 дюймов. Комплект тут больше, чем с любым другим Samsung, но особо не радуйтесь, это для первых покупателей. Кабель питания, к слову, обычный, даже не плетеный, и тонкий чехол с дополнительным элементом, он защищает шарнир. Он, конечно, не защитит весь ваш смартфон в разложенном виде, но прикроет в нем главное, а это шарнир. Тут же блок на 45 Вт, хотя с другими смартфонами Samsung его не кладет. И это уже не первый 3 Fold, первый был у Huawei, но Samsung решила не повторяться и придумала свою систему складывания. Правильно ли это, решать вам, но спойлер, вы двойным экраном и, став, так можно сказать, обладателем фолда заодно, уже не станете и пользоваться так им не сможете. Правильно ли это, решать только вам, голосуете вы, как всегда, рублем. Вообще, сложен он как Z Fold 7, те же 6,5 дюймов. Рамки экрана 1 к 1. Но вот весит он 309 грамм, что на треть больше, чем Fold 7. И это смело можно назвать рекордом по весу среди современных смартфонов. Чтобы его открыть, надо потянуть за один экран и еще раз. Ногтем, кстати, поддевать ничего не нужно, поэтому пленочку вы тут так не повредите. Раскрывается и складывается он максимально легко, шарнир действительно произведение искусства. Но начав складывать с правой части, он завибрирует и может даже мигать экраном, говоря, что вот так делать не надо. Да, использовать тут только 2 экрана у вас не получится, хотя именно 2 экрана максимально удобно использовать для чтения электронных книг. Но это одно из технических решений, на которое пришлось пойти Samsung при создании этого смартфона. Например, вот вам боль перфекциониста. Его задняя часть вообще длиннее других двух. Это нужно для раскрытия, ведь шарнир немного приподнимается, когда вы его открываете. Разложенный он очень тонкий, 3,9 мм. Это буквально самый тонкий смартфон Samsung. Его, можно сказать, сдерживает порт USB-C. Сделан он при этом круто и нету ощущения хрупкости. Но вот складки. Проблема, с которой все борются и из-за которой Apple до сих пор не выпустила даже Fold, тут была вообще проигнорирована. Они стали больше, и их стало больше. Ведь тут 2 шарнира. Выглядит это реально неопрятно, и пользоваться им, ну, не знаю, от этого не неприятно пользоваться, но, боже мой, ну как можно? Они, во-первых, ощущаются. Любой свайп — это сразу несколько бугорков. Не особо приятно, особенно за такие деньги. Да, смотреть горизонтальный контент — это самое оно. Тут соотношение сторон буквально что надо. Но вот для работы уже, знаете, не так удобно. Дотянуться даже до середины у вас вряд ли получится. Визуально это тот же Fold 7, если его не раскладывать. Только толще и тяжелее. Пользоваться им на столе тоже не совсем удобно, но если надеть комплектный чехол, станет гораздо лучше. Непонятно и зачем его покрыли глянцевым композитом на основе стекловолокна. Вообще его экраны как будто забыли чем-то покрыть, потому что они шикарно собирают отпечатки. Но Samsung на самом деле ничего не забыла. Внутри тут пленка, которая все так же перегибается в местах сгиба, а снаружи у него, конечно, есть защитное покрытие. Вообще, внутри знакомый вам Snapdragon 8 Elite. Это уже, конечно, не самый новый чип, который ставят в смартфоны, но все же. Внутри тут 16 гигабайт оперативки и 512 встроенной памяти. Это его стандартная комплектация. Камеры, вот они действительно спорные. У нас есть основной модуль на 200 мегапикселей, к нему вопросов нет. Трехкратный зум на 10 и сверхширокий угол на 12. Можно сказать, как такое можно ставить в 2025 году, практически 2026, но с другой стороны, слушайте, для такого форм-фактора Apple бы вообще поставила одну камеру или не поставила их вообще. Поэтому, да, слабенькие, но зато есть. И, конечно, частый вопрос, а вообще доступен ли основной экран в разложенном виде? И тут Samsung дает его использовать в приложении камера. Но работать одновременно, конечно, на всех экранах всегда не выйдет. Вы можете сказать, наверное, не вытянет аккумулятор, но нет, под каждым экраном тут отдельная секция аккумулятора. Он разбит на 3 секции. Доступна быстрая зарядка на 45 Вт и даже беспроводная зарядка тоже тут есть. Под правым экраном. Говорить про расход аккумулятора и его автономность пока преждевременно. Ну, он вот только появился у меня в руках, он безумно теряет заряд, честно говоря. Но я уверен, что просто буквально первым же апдейтом все это пофиксят. Надо сказать, что смартфон достаточно сырой, его компания все-таки только выпустила. Пока можем оценить его главную фишку, это большой
по-настоящему огромный экран. В любом приложении вы получите ровно то же самое, что и на планшете. Тот же ютубчик уже не просто открывает вам видео, но и справа выводит или рекомендации, или комментарии. И также в играх. Это банально более правильное соотношение сторон. Но, конечно, наклеить сюда защитное стекло у вас не получится. Как ухаживать за таким смартфоном вообще огромный вопрос, потому что попадет соринка, она там все расцарапает. Если вы его повредите, то это потеря огромной суммы. К слову, готовы ли вы к ней? $3000, это официально. Конечно, это, как всегда, на старте у Samsung, там через месяц он будет стоить гораздо ниже, но он никогда не опустится даже до стоимости фолда, это, конечно, понятно. И это очень спорный аппарат. Честно, хочется избежать таких сравнений, но есть ощущение, что Samsung специально в этом году постаралась успеть выпустить 3 Fold, потому что, ну, уже все говорят о том, что в следующем году Apple все-таки выпустит 2 экрана, и Samsung хочет быть банально на один шаг впереди, говоря, ну, у вас 2, у нас уже 3. И за это, ребят, можно только похвалить. Это действительно интересное устройство. Я, правда, редко вижу людей с фолдами на улице, но, тем не менее, это, наверное, кому-то удобно. И этим смартфоном реально прикольно пользоваться. Пользуйся!